Всем привет! Меня зовут Стрелецкая Евгения, я психотерапевт, и сегодня я расскажу вам самую наиважнейшую информацию, которую вы можете только узнать из области психики. И это именно эмоции. Почему? Потому что эмоции, именно они структурируют наш опыт, они полностью влияют на наше самовосприятие, на наше мироощущение. Но самое важное — это потому, что именно эмоции регулируют нашу жизнь и управляют ею. И если эмоции будут управлять вами, но вы не будете этого осознавать, то ваша жизнь может зайти очень сильно не туда. И вы даже рискуете прожить чью-то чужую жизнь, а не свою собственную. И только если вы управляете своими эмоциями, ваша жизнь будет наиболее счастливой и наиболее вашей собственной. Давайте я вам сейчас просто расскажу, что такое эмоции, и вы сами все поймете. Итак, эмоции – это сфера нашей психики, одна из 7 важнейших сфер. И она живет в головном мозге, но только не в коре головного мозга, где у нас располагается мышление, а в подкорковых структурах, под корой. Она называется лимбическая система. Это домик для наших эмоций. Она устроена таким образом, что она самым непосредственным и прямым образом получает всю информацию из окружающей среды и всю информацию из нашего тела. И второе, эмоции самым непосредственным образом взаимосвязаны с нашим поведением. И они даже могут заставить нас испытать побуждение к действию. Мы действуем всегда именно под влиянием эмоций. И у эмоций есть 3 основные функции. Первое – это сигнальное, то есть именно эмоции, понимая, что происходит в нашем теле и понимая, что происходит вокруг нас, дают нам информацию о наших потребностях и о том, как мы должны отреагировать на какое-то событие, которое происходит в нашей жизни. Если в нашей жизни происходит какое-то событие, которое нам не нравится, то есть негативное для нас, мы испытываем негативную эмоцию, которая говорит нам: убегай, уйди оттуда. И когда мы испытываем какое-то событие, которое наши эмоции расценивают как приятное, то они нам говорят: приблизься к этому, будь наоборот как можно ближе к нему. Понимаете? Вот. Это сигнальная функция эмоций. Вторая очень важная функция эмоций – это регуляторная. То есть, во-первых, они регулируют наше напряжение, которое мы испытываем, и когда мы выражаем эмоции, его становится меньше. То есть так эмоции помогают нам не перегорать и не лопнуть, как какой-то котелок, да, у которого вот так вот уже крышка ходуном ходит, когда там вода внутри кипит. И второе, именно прислушиваясь к своим потребностям и делая каждый шаг, то, что они нам говорят, эмоции регулируют нашу жизнь, потому что мы превращаем ее таким образом в целенаправленную, единую, монолитную, логически непротиворечивую структуру. То есть эмоции – это наша путеводная нить, это наша красная нить, двигаясь за которой мы проживаем цельную жизнь, а не оторванную от нашего субъективного опыта. И третья важнейшая функция эмоций – это коммуникативная. Именно выражая эмоции, мы даем другому человеку и всем окружающим нас людям очень важнейшую, ценнейшую информацию о нашем самочувствии. В результате этого они могут регулировать свое поведение таким образом, чтобы наши отношения становились как можно более близкими и благополучными. То есть именно за счет выражения эмоций мы, по сути, строим отношения. И это невероятно важно, потому что именно за счет этого и выжило наше человечество. За счет выражения эмоций мы смогли скооперироваться друг с другом и лучше выстоять перед лицом житейских трудностей и невзгод. Ну и кроме того, это имеет еще очень важный экзистенциальный смысл, потому что ведь на самом деле мы все глубоко одиноки. Каждый из нас живет непоправимо, только внутри своей черепной коробки. И мы все бесконечно далеки друг от друга. Но именно испытывание эмоций и разделение эмоций другого человека и разделение его опыта и помогает нам понять, что мы не так уж одиноки, что у других людей могут быть такие же эмоции, как у нас. Особенно если кто-то испытает к нам эмпатию и почувствует ту же эмоцию, что и мы, именно тогда мы себя чувствуем узнанными, принятыми, понятыми.
И именно это, по сути, помогает нам выживать, потому что это придает какой-то смысл нашей жизни, потому что мы чувствуем, что мы можем быть понятыми и любимыми, и тогда нам становится уже не так грустно и не так страшно жить. Это не бесконечная, темная, звенящая и гудящая бездна ничего и бессмысленности становится уже наш мир. Есть у нас базовые эмоции, это основные эмоции, и моя задача научить вас именно как можно лучше разбираться в них. Их 5 негативных, это злость, грусть, стыд и чувство вины, тревога или страх и отвращение. Негативные эмоции такие же хорошие, такие же полезные и такие же наши друзья, как и позитивные эмоции. Они называются негативными не потому, что они плохие, а потому что они просто подсказывают нам о том, что событие, которое их вызвало, нам неприятно, оно для нас негативно. А позитивные эмоции – это радость, интерес, и мы еще с вами будем разбирать любовь. Хоть она и не является базовой, потому что она является комплексным, более сложным и многокомпонентным чувством, но моей задачей является, чтобы вы научились очень хорошо разбираться в любви, потому что я с ужасом обнаруживаю, что большинство моих клиентов вообще ничего в этом чувстве не понимают, вставляют себе палки в колеса, и именно за счет этого они не могут строить нормальные отношения. Давайте посмотрим, о чем нам сигнализирует каждая конкретная эмоция. Злость. Она нам подсказывает, что сейчас происходит ситуация, когда наши границы кто-то нарушает или наши потребности не удовлетворяются. Грусть подсказывает нам, что мы что-то потеряли или произошло расставание с каким-то важным для нас объектом. Либо же мы устали и потеряли свой ресурс, и нам нужно его восстановить. Либо же мы потеряли какие-то иллюзии. Стыд и чувство вины говорят нам о том, что мы сделали что-то плохое, мы накосипорили, и нам важно больше такого в будущем не делать, потому что наши отношения с близкими в результате этого ухудшаются. Еще одна негативная эмоция – это тревога, страх. Она подсказывает нам о том, что в нашей жизни сейчас происходит какое-то событие, с которым мы недостаточно хорошо справляемся, и нам нужно мобилизовать свои ресурсы. Либо сейчас происходит какое-то событие, которое уже для нас в прошлом закончилось негативно, и мы должны постараться исправить эту ситуацию. И отвращение подсказывает нам, что эта вещь нам не нравится, нам надо от нее уйти и больше не быть рядом с ней. Видите, какие эти эмоции хорошие? Они все наши друзья, мы должны к ним прислушиваться. И что еще значит, что они являются базовыми? Это значит, что они развились у нас в процессе эволюции, они являются генетически детерминированными, и они есть также и у животных тоже. Поэтому нет смысла их не замечать, блокировать, контролировать, подавлять. Вот некоторые люди приказывают себе не злиться, да, и говорят, что злость – это плохая эмоция. Ничего подобного. Все эти эмоции хорошие, полезные, они наши друзья и помощники. И позитивные эмоции, как я уже говорила, они сигнализируют нам о том, что мы делаем что-то правильно, хорошо, мы находимся рядом с нашим источником силы и энергии, и поэтому мы должны как можно больше воспроизводить таких событий в будущем, чтобы наша жизнь была радостной, интересной, веселой и счастливой. Также я должна сказать о том, что эмоции делятся по интенсивности на слабые, это от единички до троечки, средней интенсивности от троечки до семерочки и сильные эмоции от восьмерочки до десяточки. Почему это важно? Потому что мы всегда должны стремиться к тому, чтобы наши эмоции были примерно либо слабой, либо средней интенсивности, потому что именно в этом случае мы управляем этими эмоциями, а не они управляют нами. А если эмоция становится уже слишком сильной, то это всегда стресс. Мы тогда уже не можем контролировать эту эмоцию, и она может приводить к тому, что мы будем действовать либо необдуманно, либо импульсивно, совершим какие-то действия, о которых мы в дальнейшем будем жалеть. И если наши эмоции выше десяточки, то они уже переливаются за психический уровень, они уже переходят либо в соматику, в тело, и тогда у нас может возникнуть психосоматическое заболевание, либо же у нас может возникнуть шок.
буквальный психический шок, аффективно-шоковая реакция. Вот когда, например, во время пожара люди выбрасываются из окон, да, это значит, что у них страх был выше десяточки. Это привело к тому, что их жизнь закончилась. Либо же человек может, это называется возбуждение, да, психическое возбуждение. А еще человек может впасть в ступор под влиянием очень сильной эмоции, которая полностью его затопила. И в заключение я должна сказать, что в навык, собственно говоря, управления эмоциями, да, входит у нас 3 основных шага. Первое – это когда мы умеем отличать эмоции друг от друга, определить, что я сейчас чувствую, уметь назвать эту эмоцию словом, то есть понять, что сейчас за эмоция. Второе – это умение осознать свою эмоцию. То есть, когда мы живем, в нашей жизни происходит какая-то ситуация, и мы можем понять: о, я сейчас испытал грусть или злость или стыд. То есть осознание эмоций – это понимание, какая ситуация вызвала эту эмоцию, какие она у нас вызвала мысли, какие мы испытываем в этот момент физические реакции и как мы собираемся действовать под влиянием этой эмоции. Осознание своих эмоций помогает нам не действовать импульсивно и снижать уровень эмоционального возбуждения. И третье – это умение выражать эмоцию. Умение выразить свои эмоции. В последующих видео я очень простыми словами постараюсь, сделаю это ясно, но максимально подробно, научу вас всем этим 3 шагам. А в следующем видео я расскажу вам о том, почему с нашими эмоциями может быть что-то не так, почему мы страдаем от чувства вины, или почему нам стыдно выражать любовь, почему мы утратили свою способность пользоваться нашими эмоциями в его природном и базовом смысле. Я расскажу вам про выученные эмоции, про вторичные эмоции и как наши родители могут невольно подпортить нам всю малину и не могут научить нас пользоваться таким важнейшим инструментом управления нашей жизнью, как эмоции. Не переключайтесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите моих новых видео. Всем пока!